Бельгия – удивительная страна, которая славится на весь мир своим шоколадом, светлым пивом, классическими замками или замками. Нет, это не то. Говорить про Бельгию и не упомянуть такую важную и серьезную отрасль, как оружие, это просто оскорбление чувств верующих в оружие. Но ничего, я сейчас им покажу. Привет, друзья! Так получилось, что мне в руки попал образец старой бельгийской оружейной школы, двухствольное ружье от лиежской мануфактуры. Я просто не мог пройти мимо этого экземпляра. Судя по клеммам, ружье было изготовлено до 1927 года. Точнее, узнать пока не получилось. То есть, вполне он мог быть к нам завезен еще до революционные времена. Но чтобы смотрящие меня любители оружия совсем не заскучали, я попробую сделать обзор по-своему, по-ганган-стайловски. Итак, давайте же посмотрим, что это за ружье. Классическая конструкция. Такое называют дедовской двухстволкой. Два ствола на одной оси. Открытые курки. Да, дорогие мои, курки тут очень хорошо видно. Они находятся вот тут. И как ни странно, если их спустить достаточно быстро, то должен произойти выстрел. Так что когда где-то можно прочесть, что он спустил курок и раздался выстрел, это вполне себе правильно. Ну, в общем, сейчас я нажимаю на курок. И, в общем-то, так я его завожу. И совсем не стреляю. Чтобы выстрелить, нужно нажать на спусковой крючок, который спустит курок. Говорю так подробно, потому что именно на этих старых ружьях все максимально наглядно и понятно. Возможно, кому-то пригодится. Вернемся к самому ружью. Оно довольно легкое. При вкладке ощущение двойственности меня не покидает. Возможно, потому что я привык к более современным образцам оружия, многозарядным, где сделано очень много технологических вещей для обеспечения нормальной отдачи. Но, судя по всему, тут посчитали, что такие изыски будут излишни. И не стали этим заморачиваться. Хотя, может быть, в те года еще просто не думали о каком-то человеческом комфорте. Линия приклада довольно ниже линии ствола. Сделано, скорее всего, для того, чтобы человек сильно не гнул голову, как на современном оружии, где приклад достаточно прямо стоит. В принципе, мне кажется, достаточно удобным. Но я уже чувствую, как при выстреле меня будет бить плечо. А уж если дуплетом, то я его вообще не досчитаюсь. Если посмотреть поближе, то, конечно, видно качество изготовления и отделки. Учитывая, что ружью может быть больше 100 лет или около того, уже само то, что ложе не рассохлось или наоборот не сгнило, а металлические части не рассыпались в труху, это уже говорит о многом. Так что бельгийские оружейники не зря пользуются славой, они ее заслужили. Шоколад – это второстепенно. Теперь я, кстати, думаю, что нужно на их современные образцы оружия сделать обзоры. Если тоже нравится такая идея, ставь лайк под видео и пиши в комментариях, на что хочется обзор. Это двухствольное ружье 12 калибра имеет одно дульное сужение. У правого ствола чок. Левый ствол является обычным цилиндром. Я уже рассказывал, что такое дульное сужение в обзоре моего вепря. Но там ствол один, и быстро сменить их не получится. Здесь же ствола два, и охотник или спортсмен может самостоятельно выбрать, из какого ствола произвести выстрел. Для этого здесь есть два спусковых крючка. Правда, потом придется долго перезаряжаться, так как эжектора тут нет. Вообще, боеприпас – это, наверное, самое слабое место такого ружья. По крайней мере, когда мне сказали, что стрелять из этого ружья можно только патроном из латунной гильзы, порох должен быть только дымным, а патронник и вовсе 65 мм, то есть сразу все в сборе в магазине не купишь. И 3 магазина, в которые я перед съемками успел зайти, они на меня посмотрели, как на, наверное, человека из 19 века. И один парень даже не понял, о чем я. Да и всегда радушная администрация тира Кольт, которая всегда ждет всех для обучения на оружие и лицензии, ссылка в описании, при словах «дымный порох в помещении» потянулась вызывать 03. Я их понимаю.
Так что сегодня у меня получился чисто платонический обзор. Надеюсь, что мне еще доведется из него пострелять на природе. Хоть я и всегда предпочитал огневую мощь, но все же, прикасаясь к этому ружью, кажется, что действительно прикасаешься к истории. К сожалению, историю конкретно этого ружья отследить не удалось. Его купили в полуубитом состоянии в одной из комиссионных оружейных за смешные деньги. У этого образца практически все оригинальное, кроме левого курка. Со сломанным левым курком он поступил в комиссионку. Его заменили в ремонте на курок Зигзауэра, потому что, конечно, таких старых не нашли. А остальное, абсолютно все, уже почти 100 лет существует и работает. Да, кстати, это очень хороший пример для начинающих, а может быть и не очень начинающих владельцев оружия. Соотношение цена-качество в комиссионных магазинах может быть намного лучше, чем в дорогих оружейных салонах. И, возможно, именно там вы найдете тот самый экземпляр. Но в любом случае, повидало это ружье наверняка много. Вот теперь даже и на YouTube засветилось. Надеюсь, не последний раз. Если вам понравился этот обзор, пишите в комментариях, ставьте лайк. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока! Дорогие зрители, требуется ваше мнение. Нравится ли вам, что обзоров про оружие все больше? Нравится ли вам такой формат? Пожалуйста, нажмите лайк, если да, и дизлайк, если нет. Также вы можете подробнее высказаться в комментариях. Большое человеческое спасибо!